Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы поговорим о таком вопросе, на который нельзя отвечать. Почему? Потому что очень часто мы с вами, многие отвечают на вопрос «как дела?» определенными фразами, но именно вопрос «как дела?» имеет скрытый смысл. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца и перестаньте вообще использовать вопрос «как дела?», а если вы и отвечаете, то тогда придерживайтесь определенных правил. И, друзья, все далее в этом видео. Вы знаете, у каждого из нас свой словарный запас, тембр голоса, интонации, с которой мы произносим слова, а также на энергетическом уровне мы выделяем именно те слова, которые важны для нас в большей мере. Сами того не понимая, отправляем в этот момент посыл, который должна услышать Вселенная, а также благодаря ему должны поступить нужные, светлые, добрые энергии в нашу жизнь. Вы удивитесь, но весь мир, который нас окружает, также разговаривает. Звуки ветра, дождя, звон, грохот – все несет в себе свои энергии, так и звуки, из которых получаются наши слова, которые мы употребляем ежедневно, притягивают к нам хорошие или плохие энергии. Очень важно подбирать правильные слова, обдумывать все то, что вы произносите, чтобы не привлекать к себе проблемы, неприятности, беды, непредвиденные события, а затем не думать, как с ними справляться, не терять на это время, не тратить сильные энергии и тем самым не портить себе жизнь. О силе слова известно еще с давних времен, так как люди знали, что с его помощью можно принести сильный энергетический вред и тем самым разрушить жизнь человека, а можно оказать ему еще большую помощь, даже заставить жить и набраться сил. Людей, которые полностью умеют управлять словами, их силы не очень много. Но если прикладывать максимум усилий, постоянно стараться изучать это направление, а также начать контролировать слова, которые вы произносите, отвечать правильно на вопросы, то от многого сможете уберечься и многого сможете достичь. Вот, например, каждый день вы от кого-то слышите слова «как у тебя дела?» или «как у тебя жизнь?». Да, наверное, и сами задаете эти же вопросы. Но мало кто думает о том, что на самом деле от ответа на этот вопрос, даже если вы считаете его неважным, просто тактичным, обычным, может быть не очень приятный результат. Задумайтесь, как вы отвечаете обычно на эти вопросы. Вот не спешите, проанализируйте различные ситуации, в которых вы отвечали на этот вопрос. Если вы говорите «сейчас все плохо у меня, кошмарно», таким ответом вы притягиваете к себе еще худшие проблемы, так как отправляете в такой момент посыл из этих слов, показывая, что уже смирились с тем, что происходит в вашей жизни, и ожидаете продолжения этого. Не проходит много времени, и все становится только хуже. У вас могли быть проблемы на работе. Вы потеряете работу. Могли быть проблемы в личной жизни. Данными словами вы сделаете так, что у вас не будет больше личной жизни и так далее, и так далее. Если вы отвечаете «хуже некуда», Вселенная покажет вам, что бывает еще хуже, что вы не прошли проверку, что вы сдались, а значит, не заслуживаете то, чтобы вас окружали положительные энергии, так как не желаете их притягивать, а излучаете негатив, жалеетесь и значит ожидаете его еще в большем количестве. С этим выражением нужно быть очень аккуратным, так как оно может привлечь разрушительный негатив, а вместе с ним разрушить все то, что вы строили, отобрать у вас то, к чему вы так долго шли и стремились. Моменты, когда вы употребляете такие слова, ваше энергетическое поле слабеет, и если вы произносите их человеку, который относится к вам не чистосердечно, вы этим его не только порадуете, но и поможете ему отправить вам негативный энергетический посыл, который вы примете очень быстро, и ему не придется даже для этого прикладывать какие-то усилия.
А вам это добавит еще и моральных неприятностей. Вы будете ощущать слабость, недомогание, у вас начнется бессонница, будут мучить кошмары, что с каждым новым днем будет разрушать ваше энергетическое поле, а значит оставлять вас без защиты. Вы станете подвержены всему плохому, что только будет на каком-то определенном этапе вас окружать. Запомните, что ваши дела не могут идти плохо. Почему? Да хотя бы потому, что время быстротечно, энергии на протяжении дня меняются, и, соответственно, ваша ситуация может меняться. Если что-то идет плохо, это временно, сейчас так, а уже через несколько часов вам обязательно будет шанс все исправить. Единственное, что вы неправильно трактуете ответ на вопросы, тем самым можете увеличивать этот период. Не реагировать на знаки, которые вам посылаются, для того, чтобы этот этап остался позади, так как вы ним уж слишком увлеклись, и негатив, который вы в этом процессе притягиваете, мешает вам думать в правильном направлении. Если же вы научитесь отвечать на такой вопрос, что у вас все нормально, у вас все хорошо, вы будете иметь спокойную, счастливую и удачную жизнь. Ничто не будет притягивать к вам негатив. Даже если на данном этапе вашей жизни у вас не все хорошо, имеются какие-то трудности, все равно отвечайте так на вопросы. Таким действием вы не только ваших недоброжелателей огорчите, но и покажете, что вы не готовы принимать ничего плохого в вашу жизнь, что ожидаете, когда все изменится, что вы открыты для приема чего-то нового. Отправляя правильный посыл, вы это получите обязательно. Мы всегда притягиваем то, что мы излучаем, излучая уверенность в завтрашнем дне, в том, что все будет обязательно хорошо. Мы обязательно это и привлечем, излучая грусть, сомнения, согласие, кроме негатива, нас ничего нового не будет ожидать. Поэтому начните говорить правильно, и вы увидите, как имеющиеся проблемы начнут от вас уходить. Если вы знаете, что человек задает вам вопрос «как дела?», из любопытства, из зависти, отвечайте на такой вопрос обязательно, что у вас все прекрасно, а будет еще лучше. Такими словами вы уже будете блокировать негатив, который он будет пытаться вам отправить, а также отправите сильный энергетический посыл Вселенной, в котором будет говориться, что вам нужна помощь, но вы рады тому, что и как происходит в вашей жизни, а ожидаете, что все будет еще лучше, что вы обязательно это получите. Не сомневайтесь только, когда произносите эти слова, они должны быть сказаны четко, уверенно, ведь когда человек уверен в своих силах, как Вселенная может в человеке усомниться? Она любит таких людей и всегда постарается дать им то, что им действительно нужно, чтобы сделать их жизнь только лучше, чтобы они излучали и далее уверенность и счастье. Если у вас какая-то затруднительная ситуация, и вы не знаете, как с ней справиться, вас это огорчает, вам нужно на вопрос «как дела?» ответить «хорошо, ожидаю решения ситуации». И в течение нескольких дней то, что вас тревожило, обязательно решится. Вы быстро разберетесь со всем, испытаете при этом только положительные эмоции и притянете в этот момент к себе больше светлых и нужных вам для укрепления вашего энергетического поля энергии, так как во время того, как вы искали выход, ваше поле ослабело из-за того, что положительные энергии не поступали к вам. Не забудьте после этого отправить искренний посыл благодарности, но главное, слова подбирайте тщательно, они должны идти только от души, должны идти только от чистого сердца, помните об этом. Если вы задаете вопрос человеку, спрашивая о том, как у него дела, а у него в этот момент что-то не ладится, вам нужно быть готовыми обменяться с ним во время разговора энергиями. Может быть и такое, что данный человек, если у него более сильное энергетическое поле, может подпитаться вашими положительными энергиями, и между вами на некоторое время установится неразрывная энергетическая связь, что поможет данному человеку наладить то, что его тревожило. А у вас на этом этапе могут возникнуть небольшие, но неприятности.
пропадет жизненный тонус, возможно, не захочется ничего делать. Поэтому, если вы не готовы помочь какому-то человеку на энергетическом уровне и от чего-то отказаться ради него, не задавайте такой вопрос, чтобы потом не жалеть о том, что произошло. Порой людям, когда у них неудачи, неприятности, беды, хочется выговориться. Это также происходит на энергетическом уровне, так как они притягивают к себе в такие моменты негатив и при возможности всячески желают от него избавиться. Для них этот вопрос становится как рука помощи, и, конечно же, они с большим удовольствием за нее хватаются. Есть и другая категория людей, которая, услышав данный вопрос, будет стараться посвятить вас в своей истории со всеми нюансами. Так будет происходить в том случае, когда данный человек ощущает себя среди негативной энергетики очень комфортно. Это злые, завистливые люди, а также люди-вампиры, поэтому они всячески будут стараться, чтобы вы полностью прониклись их ситуацией, вникли в нее. Они будут использовать в рассказе больше слов с негативным значением, чтобы притянуть больше негатива и тем самым принести вам большой вред, окружив вас и себя потоками разрушительного негатива. Когда ваша жизнь начнет рушиться, они будут испытывать, к сожалению, от этого удовольствия, и их энергетика будет только крепчать. Многие, наверное, из вас замечали, что после того, как вы зададите вопрос, а вам на него кто-то из людей дает ответ, вы начинаете ощущать дрожь в руках, в ногах. У вас может начать болеть голова, и будет ощущение, вроде бы вы целый день занимались беспрерывным, тяжелым физическим трудом. И вы знаете, это знак того, что к вам притянули негатив, который вот и начал оказывать на вас свое дурное влияние. Данный вопрос нужно задавать только самым родным и близким людям, ведь у вас с ними особая энергетическая связь. И если даже у них что-то не ладится, то, объединив ваши энергетические силы, вы быстро справитесь с возникшей проблемой. Ваши энергии, воссоединившись, станут крепкими, вы сможете избавиться от негатива, а если наоборот все хорошо, то ваши энергии, соединившись вместе в такой момент, укрепят ваши энергетические поля и сделают вас неподвластными никакому негативному влиянию, укрепят ваше биополе и притянут в жизнь только радостные и приятные события. Поэтому на вопрос «как жизнь?» всем без исключения людям вам нужно отвечать: она у меня прекрасна и разнообразна, или она у меня великолепна, она у меня чудесна. Это будет помогать вам делать вашу жизнь такой, и она будет полна всем тем, что вы только пожелаете. Никогда нужда и проблемы не придут в нее. Никогда не жалейтесь на свою жизнь. Ведь если вы в ней чего-то не имеете или чего-то не можете на данном этапе добиться, к сожалению, это только ваши недоработки. Где-то, возможно, вы поленились, вы где-то не использовали те или иные знания, а значит, вы не смогли и этого получить. Наоборот, восхищайтесь ней, и все обязательно будет чудесно. Научитесь перед людьми не рассказывать о своей жизни. Многие люди иногда стоят на остановке и начинают рассказывать даже чужим людям о том, где они работают, чем занимаются, какие дети прекрасные, внуки и так далее, и так далее. Но вы должны понимать, что ваш язык – ваш враг. И в один момент другие люди, услышав ваши истории о том, что ой, как у вас все чудесно и хорошо, и то у вас есть, и все у вас есть, и там, где вы где-то и там бывали, а люди очень завистливые, и они могут просто отправить в ваш адрес негатив. Например, рассказывая кому-то вашу историю, хотя, возможно, вы никогда не были знакомы, но при этом другие люди отправили вам негативный посыл, ведь они о вас говорят, а значит, ваша жизнь уже перепрограммируется. Возможно, с первого раза вы не увидите никаких изменений, но вы должны понимать и то, что вода огонь точит, так и в жизни. Поэтому следите за всем тем, что вы говорите вслух. Даже если вам кажется, что это безобидные слова, и они не несут в себе ничего плохого, стоит обращать внимание на контекст. Если вы же думаете ответить что-то в негативном ключе, также подбирайте только правильные слова, выражения, фразы.
Например, добавляете, что это временно, что все пройдет, или это у меня ненадолго и так далее. Словам стоит уделять гораздо больше времени и значения, чем нам это кажется. Да, это очень непростой и кропотливый труд, на который порой уходит очень много времени. Но вы поверьте, результат будет того стоить. Главное не лениться. Поэтому прямо сейчас, друзья, в комментариях напишите: у меня все чудесно, у меня все великолепно. С каждым днем становится все только лучше и лучше. Все блага я принимаю от Вселенной в свою жизнь. Истинно это будет так. Обязательно, друзья, напишите, проработайте эту практику прямо сейчас, прямо в данную минуту. Не тратьте ни секунды время. Друзья, прямо, если вам понравилось это видео, ставьте лайк этому видео. Также обращаем ваше внимание, кто спрашивал, как можно перевести нам донат, как поддержать нашу команду. Обращаем ваше внимание, есть ссылка в описании к этому видео, так и называется. Благодарность вы можете отправить по ссылке, и любая сумма, которую вы считаете важным и нужным. Нам это будет все очень, друзья, очень приятно. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.